Всем привет! В сегодняшнем видео несколько советов по поводу того, как найти настольную игру по душе. Не секрет, что хобби развивается, и все больше и больше настольных игр выходит буквально каждый день. Разобраться в огромном их количестве достаточно сложно. И в этом случае, что, например, не подходит для меня, как ни странно, советы каких-то других блогеров, ютуберов очень редко для меня оказываются полезными. И второе, что мне практически тоже никогда не подходит, это рекомендации различных сайтов, агрегаторов, основанные на искусственном интеллекте. То есть идея, в принципе, хорошая. Забиваем туда некоторые игры, которые нам нравятся. И опять-таки из самой большой базы, то есть сайта BoardGameGeek, эти сайты пытаются найти пользователей, вкусы которых похожи на наши, но мне кажется, здесь должен быть более такой ручной подход, поэтому данный метод я использовал и использую сам, и часто через него я находил достаточно интересные игры. Прежде всего, нам потребуется аккаунт на сайте BoardGameGeek. Естественно, это самый большой сайт по настольным играм. В любом случае, если вы серьезно к ним относитесь, стоит завести здесь аккаунт и вести учет коллекции, например, даже можно. Здесь для примера, не мой основной аккаунт. Создал его для канала и для видео. И, значит, например, поставил я некоторые рейтинги играм, просто для примера. Отсортируем по рейтингу и посмотрим на некоторые самые любимые игры, которые мы поставили 10. Это Труа, Ганзейский союз. Возьмем, например, Ганзейский союз. Метод GeekBuddies основан на том, что мы ищем, можно сказать, наших единомышленников. Мы ищем людей, которым нравятся такие же игры, как и нам, и которым также не нравятся игры, которые не нравятся нам. Допустим, мы решили, что это наша любимая игра. У нее 13 тысяч рейтингов, 2000, почти 3000 комментариев. Смотрим на сначала комментарии. Вообще я рекомендую смотреть комментарии людей, которые поставили 9, а не 10. Почему? Потому что даже самая лучшая игра имеет какие-то в любом случае недостатки. Для данного метода лучше смотреть на 9 или даже на 8. И мы выберем, значит, рейтинг 9. Обязательно, чтобы были комментарии. И здесь мы ищем какого-то пользователя, который не просто поставил оценку 9, но и развернуто написал комментарий. Здесь нам пригодится обязательно знание английского языка, но если его нет, то я рекомендую сайт DeepL. Если скопировать здесь комментарии, то достаточно хороший перевод, который основан на машинном обучении. Не то чтобы хороший, но, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. И, например, возьмем комментарий данного пользователя, Rectangled. Что ему нравится в данной игре? Во-первых, ему нравится взаимодействие, interaction. И он отмечает некоторые недостатки данной игры, что тоже важно. И, скажем, нас устраивает данное объяснение. Заходим в его аккаунт. И первое, что мы смотрим, это прокатываемся вниз. И у многих пользователей есть Top 10 и Hot 10. То есть самые их любимые игры всех времен. И вот мы смотрим, как раз пытаемся понять, насколько он совпадает с нашим вкусом. Например, Keyflower, окей, хорошо. Тигр и Ефрат, нормально. Ра, Брас и так далее. Все нормально. То есть нас, в принципе, это устраивает. И обязательно теперь нужно прокатиться на все его рейтинги и посмотреть, за что же он поставил 1, 2 и 3 балла. Допустим, 3 балла. И последняя версия 7 чудес, архитекторы, в принципе, окей. То есть после 5 игр он поставил оценку 3. По крайней мере, хотя бы вдумчиво он поставил эту оценку, а не просто после одной игры, после одной партии. Катан, окей. Dead of Winter, например, окей. Большинство игр, которые здесь есть, скажем так, тоже нам не нравятся. Для примера. Значит, данный человек нам подходит. Идем в Rectangled. Выбираем здесь ниспадающее меню и добавляем его Add GeekBuddy. Вы уверены, что хотите добавить его? Да, мы уверены. И мы его добавили. Вот таким образом нужно один раз прокатиться по любимым играм. Взять, окей, например, русские железные дороги. То же самое. Выбираем комментарии. Выбираем того, кто отметил на 9. Рейтинг 9. Обязательно, чтобы были комментарии здесь. Желательно, чтобы было написано побольше, чтобы можно было понять, на основе чего сделан данный комментарий. Не просто оценка, а именно какая мотивация была у человека. Заходим в аккаунт, смотрим лучшие игры. В данном случае у него их нет, поэтому смотрим, какие игры он оценил на 9 и 10.
Для этого мы можем просто здесь выбрать сортировку по рейтингу. То есть, например, он выбрал «Властелин колец», «Билет на поезд», «Кракенол», «Затерянные города». Ну и, например, мы думаем, что нет, эти игры в любом случае для нас не являются десятками, не являются девятками, поэтому мы начинаем искать дальше. Если же подходит, то обязательно нужно посмотреть игры, которые он оценил негативно. Например, нам нравятся, скажем, кодовые имена «Дуэт», и мы точно бы оценили ее, допустим, на 7, на 8, и таких игр несколько, то, соответственно, данный человек нам не подходит. В качестве Geek Buddies его добавлять не будем. После того, как мы добавили достаточное количество человек, и, например, теперь я зайду на игру Ark Nova, очень популярная сейчас игра, и нажму вот на эту ссылку Geek Buddy Analysis. Нажимаю сюда, и, соответственно, те люди, которых я добавил в качестве Geek Buddies, можно посмотреть их оценки и можно посмотреть их комментарии. То есть 10, 9, 9, и даже можно прочитать огромный комментарий, что сказал данный человек, 9, 8 и так далее. Тоже негативные комментарии можно почитать, или допустим, почему 7. Например, данный пользователь говорит: двоякие чувства у меня по поводу этой игры. С одной стороны, это типичный евро и так далее. То есть на основе этого уже можно принять какое-то решение, стоит ли дальше смотреть какую-то информацию по данной игре или же нет. И еще один момент, на основе которого можно добавлять пользователей в наш список Geek Buddies, это количество партий. Опять же, на том же сайте Board Game Geek можно посмотреть статистику. Можно увидеть, что, например, в данном месяце 106 партий было добавлено данной игры «Русские железные дороги», и за все время было 58 тысяч. Если мы откроем, например, партии за все время, то можно видеть, например, данный пользователь 278 раз играл. Откроем также его аккаунт, посмотрим, во что он играл еще. Прокатимся вниз. Plays. Общее число. И больше всего, кроме Russian Railroads, он играл в The Crew, Экипаж, Остров Духов, Ханаби и так далее. И тоже мы смотрим, нравятся ли нам данные игры какие-то, играли ли мы тоже достаточно большое количество раз, или же они нам наскучили. И это очень хорошая метрика, однако у нее есть минус, который заключается в том, что не все, далеко не все люди записывают свои партии, поэтому это скорее вспомогательный метод, по которому можно собрать список наших вот этих единомышленников Geek Buddies. Вот, в принципе, и все. Рекомендую данный способ. По крайней мере, для меня он частенько срабатывает. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь в Telegram и всем отличного дня.